Привет, это канал Тостер. Здесь все самое интересное о домашней технике. Подробные обзоры и реальные тесты. И знакомьтесь с героями этого видео. Вот эти брутальные парни. Это новые на момент нашей съемки пылесосы Bosch Unlimited 8 второго поколения. Кстати, обзор какой-то из моделей первого поколения наверняка есть у нас в плейлисте пылесосы. Заходите, смотрите, там вообще много интересного. А это видео досмотрите до конца, у нас для вас очень приятный бонус. Bosch Unlimited 8 Gen 2, Generation 2 реально очень круто выглядит. Глядя на них, самое время сделать уже наконец официальное заявление. Беспроводной вертикальный пылесос – это давно уже не электровеник для быстрой точечной уборки. Это полноформатный пылесос, который убирает не хуже напольной проводной классики. Хотя и для быстрой, точечной их тоже, конечно, можно использовать. Давайте по порядку. Будем двигаться по пылесосу сверху вниз. Один из главных страхов, которые есть у потенциальных покупателей в контексте аккумуляторных пылесосов – небольшое время работы. Мол, не хватит на всю квартиру и жди потом, пока зарядится. Но, честно говоря, это все уже прошлый век. Например, у этого пылесоса Bosch, а это прямо топчик, очень крутая модель, в комплекте поставки есть два емких литий-ионных аккумулятора. Каждый при полном заряде может обеспечить до 65 минут работы пылесоса. Тут, конечно, стоит понимать, что 65 минут – это максимум без моторизованной насадки в щадящем эко-режиме с небольшой мощностью. Всего, кстати, в этих пылесосах 3 режима работы. Экономичный, авторежим. Ну да, брендом класса А без авторежима в пылесосе уже никуда. Тут пылесос определяет тип покрытия пола и оптимизирует мощность, чтобы всасывалось все нормально и заряд аккумулятора разумно расходовался. Ну и есть, конечно, режим турбо для случаев, когда очень грязно и когда быстро нужно навести чистоту. Так вот, без моторизованной насадки в эко-режиме пылесос работает до 65 минут. С турбощеткой, то есть в формате для уборки пола, до 55 минут. А в авторежиме с турбощеткой до 20 минут. Ну и в режиме максимальной мощности тоже с турбощеткой до 10 минут. Режимами мощности, конечно, нужно уметь правильно пользоваться. Правильно их выбирать, исходя из тех или иных уборочных задач, исходя из того, что именно и как вы убираете. Вернемся к двум аккумуляторам, которые поставляются с этой топовой моделью пылесоса Bosch. Не у всех так, но у этой, что называется, полный комплект. Кроме двух аккумуляторов, здесь еще станция быстрой зарядки. То есть вы можете один аккумулятор зарядить непосредственно в пылесосе, когда он на прикрепленной к стене базовой станции висит, а второй с помощью этого аксессуара. Причем здесь зарядка произойдет в 5 раз быстрее, чем на базовой станции, всего за 1 час. Это очень круто. Понимаете, да? Получается ситуация, когда никакого перерыва в уборке у вас вообще не будет. Если, конечно, вы сами этого не захотите. Потому что заряженный аккумулятор у вас всегда под рукой. Закончился один, поставили другой, а разряженный пока зарядится. И, кстати, интересный момент. К пылесосу подходят аккумуляторы от аккумуляторных инструментов Bosch. И, понятное дело, наоборот, от пылесоса к ним. Так что, если у вас есть аккумуляторная техника Bosch для строительства и ремонта, тут тоже можно поиграть и совсем уж неограниченное время работы получить. Прямо немецкая практичность во всей красе. Молодцы. А вам как такое решение? Пишите в комментариях. Немцы прокачали мотор пылесоса. Его создали и производят в Германии. Это современный бесщеточный трехфазный синхронизированный двигатель с цифровым управлением. Он легче предыдущих версий и при этом у него больше скорость вращения – до 82 тысяч оборотов в минуту, чтобы обеспечивать хорошую мощность всасывания и собирать весь мусор и пыль с любого покрытия. Кстати, если вы зарегистрируете пылесос на официальном сайте бытовой техники Bosch, то получите неплохой бонус – 10 лет гарантии на мотор. Дальше давайте сразу посмотрим, что здесь с насадками. Основная в этой топовой и других моделях пылесосов Bosch Unlimited 8 второго поколения – это вот эта моторизованная турбощетка.
щетина вычесывает мусор из ковра, собирает его с пола. Ну, в общем, тут все по классике. Интересно, что щетка эта с яркой светодиодной подсветкой. И она реально работает, а не вот так для красоты. Мы это специально проверили. Мусор лучше видно. Особенно это важно для труднодоступных затемненных мест, где не всегда можно все разглядеть при уборке. И не нужно ничего подсвечивать фонариком смартфона. Не то чтобы это какая-то вау-технология, конечно, но удобно же. Сама по себе основная насадка выглядит на первый взгляд, ну так, слегка неповоротливой. Так что мы немного опасались за ее маневренность во время уборки. Но проверили и поняли, что все нормально. В целом она вполне маневренная и уборка с ней проблем не доставляет. Мусор мы убирали разный, с разных покрытий, из коврового, из твердого пола. И результаты вполне окей. Щетка хорошо двигается во время уборки, легко заходит в труднодоступные места, мусор не разбрасывает, обеспечивает, в общем, реально отличную эффективность уборки. Кроме адекватной маневренности и полезной подсветки, я бы еще отметил простоту очистки. Иногда в любом пылесосе на турбощетку что-то наматывается. И вот важно, чтобы ее легко можно было освободить от этого мусора. Так вот, тут все просто в этом смысле. Использовать монетку или что-то еще не нужно. И сильно напрягаться тоже не нужно при очистке. Так что зачет. Другие насадки. Вот тут все не менее интересно. У этой модели топовая комплектация, и с ней поставляется вот такая интересная щелевая насадка, явно прокачанная в контексте дополнительного удобства и маневренности. Есть еще вот такая вещь, мы даже не сразу поняли, зачем она нужна. Оказалось, это специальная насадка для очистки всяких затейливых поверхностей, типа клавиатуры ноутбука, например. Действительно хорошо очищает и к тому же с подсветкой, так что ни одна крошка не укроется ни под одной буквой. Есть еще насадка для матрасов. Вот вроде ничего особенного, но ребята из Bosch мне поведали, что компания проводила свое исследование собственное про насадки, и по его результатам насадка для матрасов оказалась, внимание, самой желанной. Причем не где-то там у них в Германии с их нравами, а здесь у нас в России. Вот вам не стыдно? Вы что, спите на грязных матрасах? Напишите, кстати, в комментариях, действительно ли для вас так важна насадка, которая чистит матрас. Есть еще и универсальная насадка 2 в 1 для очистки различных поверхностей. С некоторыми моделями Bosch Unlimited 8 Gen 2 поставляется мини-турбощетка, чтобы легко убирать шерсть домашних животных с мягкой мебели. С ней, кстати, это и правда легко, мы традиционно протестировали. Отмечу еще вот такой шланг, который поставляется с некоторыми моделями Unlimited 8. Он может здорово облегчить уборку, потому что с ним пылесос не нужно держать в руке постоянно, и можно одновременно убирать и, например, запиливать селфи для Инстаграма. Ну, это если вы так себе хозяйка, конечно. Кстати, в нашем Инстаграме много интересного про хозяйство, ну, в смысле, домашнее. Интересного и не скучного. Подписывайтесь, ссылка под видео. Да, чуть не забыл. Здорово, что насадки для пылесосов Bosch Unlimited 8 второго поколения можно докупать по желанию. То есть изначально можно купить сам пылесос дешевле, с базовой комплектацией. А потом раз завели кошку или собаку, и не проблема, прикупили к нему ту же маленькую турбощетку, например. Завели, наконец, матрас, прикупили насадку для него. Нормальный немецкий рациональный подход. Дальше мы по трубе всасывания поднимаемся к пылесборнику и к системе фильтрации. Сама труба металлическая, но не телескопическая, так что под рост пылесос не подстроишь во время уборки пола. Зато у нее хороший диаметр, так что даже довольно крупный мусор не должен вызывать проблем. Со свистом, что называется. Пылесборник тут не огромный, но более-менее окей. Думаю, что около полулитра объема тут есть. Однако не забывайте его очищать после каждой уборки. Делать это несложно. Сначала отстегиваете его от моторного блока, потом очищаете основной фильтр. Тут есть немудреная, но вполне действенная система его очистки. Вращаете специальные лопасти, которые проезжают по гармошке фильтра внутри и буквально выбивают из него мелкую пыль в пылесборник.
Потом отделяете фильтр от самого контейнера, опустошаете последний и можно дополнительно очистить еще саму систему фильтрации. Водой основной фильтр не очищайте, он не моющийся. Итогово здесь такая система. Циклонический вихрь в пылесборнике отсеивает крупный мусор, воздух проходит дальше, в фильтрах остается мельчайшая пыль, а потом уже практически чистый воздух попадает в моторный отсек. И на выходе есть несменная поролоновая вставка. С помощью лазерного анализатора пыли в воздухе Dailos мы проверяем, как пылесос Bosch Unlimited 8 второго поколения очищает воздух от пыли. Смотрим, насколько чистый воздух на выходе из пылесоса. Нас интересуют цифры слева на экране. Это наиболее мелкая и опасная для здоровья человека пыль размером полмикрона. Чем меньше значение на экране, тем лучше. Как видите, здесь заметно резкое снижение количества мельчайших частиц пыли в воздухе. Значения в финале весьма небольшие в сравнении с изначальными, так что с фильтрацией все в порядке. А это, между прочим, важный момент, который говорит о том, что, к примеру, аллергикам пылесос подходит. Однако у нас не научный, не медицинский тест, а потребительский, так что никаких однозначных рекомендаций я в этом плане не даю. Итак, мы рассказали все самое главное об этом пылесосе. Протестировали его в работе на разных поверхностях. Проверили, как он справляется с разными, как я люблю говорить, уборочными задачами. Как работает система фильтрации. Каковы же минусы и плюсы по версии Тостер? К минусам я бы отнес отсутствие вертикальной парковки. Мелочь, но иногда она нужна, особенно если убираешь не там, где док-станция висит на стене. Не телескопическая труба всасывания, нет подстройки под рост пользователя. Кто-то еще скажет, что цена тоже минус. На момент съемки вот эта модель с двумя аккумуляторами стоит почти 50 тысяч. Недешево. Но я исхожу из того, что возможности у всех разные и не заношу высокую цену в минусы. Плюсов у Bosch Unlimited 8 второго поколения больше, чем минусов. Это и два емких аккумулятора с дополнительной станцией быстрой зарядки в топовой модели, и возможность использовать с пылесосом аккумуляторы от беспроводных инструментов Bosch, ну там шуруповертов и так далее. Еще хороший набор насадок и возможность покупать именно те насадки, которые нужны, например, к базовой комплектации пылесоса. Шланг вот этот дополнительный, кстати, мне очень понравился. Реально он облегчает какие-то моменты при уборке. Современный эффективный мотор, хорошая система фильтрации, технология очистки фильтра – все это крутые и, что важно, полезные решения. Плюс, мне кажется, при уборке пригодится авторежим, когда пылесос сам определяет тип покрытия и оптимизирует мощность. Скажу еще про вес, без малого 3 килограмма, вот так вот в сборе. Но это обычный показатель для таких мощных, серьезных беспроводных пылесосов. К легким его не отнесу, но и не отваливается рука, если, конечно, весь день не экспериментировать. А с ним же это можно, исходя из бесконечности аккумуляторов. На данном этапе, беря во внимание то, как нам удалось его изучить, попробовать в работе, я могу дать ему рекомендацию нашего канала. Плюсов много, но, конечно, все познается в реальной эксплуатации. Пишите в комментариях о своем опыте использования пылесосов Bosch. А если все же захочется приобрести какой-то из Bosch Unlimited 8 второго поколения, то у нас для вас приятный сюрприз. По промокоду TOSTER15 получаете скидку 15% на любой пылесос Bosch Unlimited 8 Gen 2 на официальном сайте в официальном интернет-магазине бытовой техники Bosch в России. Все нужные ссылки в подписи к этому видео. Это канал Тостер. Мы не делаем из бытовой техники сенсаций, мы просто показываем, как она реально работает. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте и отправляйте видео тем, кто ищет новый пылесос. Пока!